И снова, ребята, всем привет! Сегодня мы будем красить максимально быстро. А максимально быстро это будет только потому, что мы будем исключать некоторые этапы. Также я хочу сегодня проверить вот это вот выражение, когда говорят «руки из жопы». Вот что в этом виновато? Твоя голова, либо действительно твои руки. Для этого я хочу попробовать все вот это вот покрасить, бампер и порог на этом автомобиле левой рукой, несмотря на то, что я правша. Если кто-то когда-то и пытался что-то там рисовать, какие-то каракули или даже что-то писать не той рукой, которой он привык, он прекрасно знает, что это достаточно сложно. Так вот, сегодня мы и проверим, руки из жопы – это действительно руки? Или просто твое воображение? Погнали! Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Серьезно? Вдох-выдох, упал, отжался! Извечные споры. Как варить? Точкой, либо сплошняком. Внахлёст, либо встык. Ребята, запомните раз и навсегда. Если ты где-то болт забил на сварку, больше будешь возиться по шпатлевке. Нету какого-то определенного правила. Как хочешь, так и делай. Знай одно. Если изнутри пороги не обработаешь, как ты варил, уже не имеет никакого смысла. Но с бампером с этим отдельная история. Мой знакомый где-то нашел какой-то лайфхак в интернете, коих просто расплодилось сумасшедшее количество, и нанес какое-то вещество себе на фары. Это вещество начало стекать на лакокрасочное покрытие бампера, и на следующий день все начало отслаиваться. Что это за средство, я сейчас вам покажу. Так что имейте голову на плечах и не занимайтесь всякой ерундой. И так как автомобиль переваривался не у меня, дорога у нас сейчас везде мокрая. Пока человек до меня доехал, ржавчина образовалась на порогах. И мы ее устраняем коралловой насадкой на дрели. Если никто не знает, что за она, прям так и гуглите «коралловая насадка для удаления ржавчины». Сразу после этого берем 80-ю наждачку и замотовываем всю поверхность порога. Если порог не замотовать, то вскоре грунт и лакокрасочное покрытие может отвалиться. Ну и перед нанесением чудо-средства, конечно же, все тщательно нужно обезжирить. Так как ржавчину на 100% целиком и полностью удалить не получилось, по-любому нужно использовать преобразователь, либо какое-то средство, которое остатки ржавчины либо законсервирует, либо протравит. Если кто-то не в курсе по-прежнему, что это за средство, обязательно пишите, спрашивайте в комментариях, либо у меня в инстаграме. Ссылки все в описании. На все вопросы отвечу по возможности. Перед тем, как наносить шпатлевку, эта ерундень должна подсохнуть примерно где-то часик-3. А тем временем мы занимаемся бампером. Разбираем его и замотовываем под грунт. Вообще не говорю, реально, мы заглянули пищу, и вот горячая вода отжималась здесь. Но уезжаем. Кто не работает, тот ест. И первая наждачка, которую я использую, это 180.
Ей я расчищаю те места, где лак начал отшелушиваться. 240-й наждачкой я перебиваю риску на 180-й наждачке. И 320-й я замотовываю уже целиком весь бампер. Делаю это я для того, чтобы, когда я загрунтую, нигде риска не проявилось. Итак, ребята, по нанесению шпатлевки выбрал я алюминиевую исключительно потому, что у меня есть только она. Если бы у меня была универсалка либо стекловолокно, я бы нанес ее сюда. В этом случае это не имеет никакого значения. И идеального качества, как всегда, мне здесь не надо, потому что человек этот будет автомобиль продавать. При этом я сейчас сюда нанесу Gravitex, и все нюансы, которые там будут, они скроются как страшный сон. Последняя наждачка, которая здесь будет, это также останется 180-ка. Gravitex ее идеально скроет. Но перед этим мы нанесем грунт. Об этом чуть позже. Итак, давайте подведем итог по шпатлеванию. Я нанес 3 слоя алюминиевой шпатлевки. Все это счистил 180-й наждачкой. И сейчас я вам покажу, как выглядят те мелкие нюансы, которые мы скроем гравитексом. Когда мы обсуждали с владельцем ремонт данного порога, он говорил, что в проем лезть не надо. Но я плотненько все это посмотрел и увидел, что здесь есть некоторые моменты, которые стоило пошпатлевать. Я нанес грунт с баллона, подсушил все это феном, и красить я снутри ничего не буду. Почему? Потому что это место, когда падает солнце, здесь лучи преломляются таким образом, что ничего не видно. Тем более на этой полке постоянно находится пыль, мусор, грязь, вода. И поэтому никто точно здесь ничего не увидит. Ну а нюансы на порогах выглядят следующим образом. Мелкие кратерочки, мелкие недошпаклеванности. Конечно же, если бы я просто его красил, то все было бы печально. Но так как я сюда буду наносить до самого верха Gravitex, то в целом, я думаю, будет очень и очень неплохо.
Итак, небольшое пояснение. Прошло где-то 1,5 часа после нанесения эпоксидного грунта. Еще все воняет, поэтому я буду разговаривать в маске. Значит, почему эпоксидный грунт? Потому что порог – это металл. На металл хорошо нанести, конечно, там кислотник, потом акриловый, но в этом случае мне проще. Я наношу эпоксидник сюда и наношу эпоксидник сюда. Почему я выбрал покрасочный пистолет, а не грунтовочный? Потому что толщина слоя здесь будет чуть-чуть поменьше, я могу его чуть-чуть жиже разбавить и нанести его в стекло. Если бы я это делал грунтовочным пистолетом, то была бы большая шагрень, короче, было бы все некрасиво. Получилось, в принципе, ну вы не увидите, но получилось неплохо. Вот это вот я пылиночки подпылил, которые здесь появились. А так, в целом, шагрени нет. Сейчас я, не перемотовывая, не обезжиривая, может, просто пройдусь липкой салфеткой и сразу буду красить порог. Потом буду красить бампер. Почему так? Если я сначала нанесу базу на бампер, он уже все зачерствеет, все высохнет, и начну наносить базу на порог, то вот этот вот опыл зеленый сядет мне на черный бампер, и получится полная задница. Поэтому базу сразу наносим на порог, а потом уже сюда. Поехали. Я нанес один пока слой припыльный, чтобы нигде ничего не подорвало. Если я нанесу сразу жирный слой, то так как Грейтекс не так давно был нанесен, его может подорвать. И, кстати, да, тупанул, забыл, что я крашу левой рукой, а я сейчас первый слой нанес правой. Ну, ничего страшного, первый слой был припыльный, он, как говорится, ничего не решает. Решает именно финишные слои. Все, ладно, главное не забывать, а то реально уже как бы на автомате работает. Чтоб потом не говорили, что я обманываю. То есть одним дублем все снимаю. Где-то не допылил еще. Но это первый слой.
Сейчас все это подсыхает. Ну, я напоминаю, левой рукой красил. Сейчас это минут 20 подсыхает. И мы наносим второй слой лака. Ну, шагренька из-за грунта такая больше, чем обычно. Но в целом я доволен. Тем более то, что это сделано левой рукой. Прикольно. Сейчас уже вечер. Кстати, то, что здесь неровно, это было так переварено. Я не вижу сюда смысла ложить большое количество шпатлевки. На следующее утро покажу, как все это выглядит на улице. Ну и как всегда, прежде чем показать вам конечный результат, давайте подведем итог. Такой метод нанесения грунта и с последующей его нешлифовкой сокращает время в разы. Этот бампер и этот порог в теории я мог бы покрасить где-то часов за 5, если бы не снимал видосы. С видосами все это растянулось где-то раза в 3, а то и в 4 дольше. Сегодня мы с вами проверили вот это вот выражение «руки из жопы», которое либо человек считает, что у него руки из жопы, либо так считают окружающие. Привел аналогию с левой рукой. То есть левая рука – это та рука, которая не на опыте. Но я доказал, что если голова понимает, как это делать, то какими-то шильными вот этими непонятными телодвижениями в теории и на практике можно покрасить. Можно покрасить хорошо. Ну, во всяком случае, нормально. При этом написать этой рукой я не могу. Следовательно, отсюда делаем вывод, что красить тачки гораздо легче, чем писать. И если вам подалась писанина, то покрасить машину, пускай не первую, а там последующую, вообще не составит никаких проблем. И вот когда у меня в жизни там есть какие-то там такие депрессивные моменты, ну, в принципе, их уже давно не было, ну, непонятная какая-то неуверенность на тебя наплывает, я себе всегда говорю следующую фразу. Если в цирке медведь, сука, умеет ездить на мотоцикле, при этом я не умею, то я по факту, сука, вообще все могу. Так что, ребята, как-то так. Дерзайте. lost myself.